В этом видео вы увидите первобытный лес в Китае, древнейшую аптечку, богатый финикийский некрополь и узнаете, как выглядел пес, которому более 7500 лет. Смотрите видео до конца, вас ждут и другие находки археологов. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Аптечка, которой 2100 лет. Что скрывать, медицина прошлых веков в сравнении с нынешней выглядит по меньшей мере варварской. Искусство врачевания было достаточно ограниченным. Пиявки, благовония, кровопускания и заклинания. Но недавно на морском дне было найдено что-то, что приоткрыло медицинскую тайну тех лет. У побережья Тосканы был найден затонувший корабль 2100-летней давности. Исследователи нашли там остатки достаточно большой аптечки, возраст которой исчисляется примерно 130 годом до нашей эры. В ней было найдено 136 оловянных и деревянных флакончиков с лекарствами, а также кубики, пилюли и таблетки. Интересно, что большинство снадобий имеет разнообразный и сложный состав. В некоторых таблетках содержалось больше 10 разных растительных экстрактов. Что-то было сделано на основе сосновой смолы, цинка, крахмала и даже из овощей. Ученые привлекли к работе медиков, и те сделали вывод, что эти препараты и сегодня применяются при лечении некоторых болезней, к примеру, офтальмологического характера и желудочно-кишечного тракта. Эта находка позволяет узнать секреты, какой широкий спектр лекарств использовался людьми до нашей эры и, что удивительно, были вполне себе рабочими. Древнеримские мосты посреди русской степи. Железную дорогу Ставрополь-Армавир-Туапсе уже давно разобрали на некоторых участках, однако ее мосты стоят и теперь. С виду они похожи на древнеримские сооружения, настолько они впечатляют своей архитектурой. Строить саму дорогу, которую в народе называют Туапсинской, начали в далеком 1909 году. Ее возвели в силу необходимости. Местным купцам необходимо было налаживать торговлю, а пользоваться альтернативными дорогами было сильно дорого. Для того, чтобы профинансировать создание дороги, было создано специальное акционерное общество. Его акциями владели те же купцы, а также местные казаки и крестьяне. По первому участку дороги стали перевозить товары уже в 1915 году, а вот путь, проходящий через Веселовский мост, заработал только спустя год. Удивительный мост впечатляет людей не только сегодня. При возведении конструкции использовали железобетон, что в тот период было революционным решением. Примечательно, что строили мосты по старым планам. В ход шли проекты каменных мостов с арками. Стройкой руководили специалисты из Бельгии и Германии, потому в народе их еще называют немецкими. Из четверки железнодорожных мостов самый высокий Веселовский. Во время постройки его целиком отливали из бетона, а арки создавали отдельно. Туристы сюда приезжали редко. Чаще всего здесь можно встретить экстремалов-скалолазов или же путешественников, которые любят посещать необычные места. Искать этот уникальный мост нужно в Краснодарском крае. Там есть хутор Веселый, в связи с чем свое название получил и мост, который находится совсем рядом. Удивительное открытие в озере Мичиган. Кто не слышал о Стоунхендже? Огромные камни, стоящие по кругу с основанием, которое ничем не укреплено. Назначение этой инсталляции до сих пор неизвестно. А еще подобное сооружение было найдено в 2007 году на глубине 12 метров в заливе Гранд Траверс, озеро Мичиган, США. Изначально целью экспедиции был поиск затонувших кораблей с помощью гидролокаторов нового поколения. Ученые нашли под водой эту странную конструкцию, и они совершенно не ожидали, что наткнутся на такой вот исторический памятник, которому скорее всего больше 9000 лет. Исследования выявили, что на многих камнях нанесены загадочные рисунки, которые больше всего напоминают фигуры вымерших животных. Было выдвинуто несколько гипотез, кто же из народов мог воздвигнуть такое сооружение, но пока ни одна из них не подтвердилась. Золотые слитки в Нормандии. Раскопки небольшого сельскохозяйственного поселения Железного века на северо-западе Франции привели к целому ряду неожиданных открытий. Археологические изыскания на берегу реки Орн в Нормандии идут несколько лет. Ученые установили границы места, где находилось поселение, существовавшее еще в неолите. Определенно можно сказать, люди оставались на том же месте и в бронзовом веке, и в железном, и даже тогда, когда в Галлию пришли легионы Рима. Французские археологи раскопали жилые дома и хозяйственные постройки, которые предварительно датировали II веком до нашей эры. Растительные остатки, собранные в ямах-хранилищах,
показали, что жители поселения выращивали ячмень, проса, пшеницу, однозернянку и горох. С помощью методов археозоологии ученые определили тип животноводства. В основном это крупный рогатый скот, а также козы, свиньи и овцы. Кроме того, на одном участке рва, ограждающего поселение, нашли остатки туш свиней и овец без следов разделки, что вызывает вопросы у специалистов. Это могло быть жертвоприношение, но возможно так утилизировали туши больных животных. Также ученые раскопали на территории поселения некрополь Железного века, который использовали для захоронения почти 300 лет, примерно с 540 по 250 год до нашей эры. Основной тип погребения там ингумация, трупоположение, но есть и несколько вторичных кремационных захоронений, датируемых 4 веком до нашей эры. Видимо, какое-то время сосуществовали две погребальные практики. Обычно это указывает на представителей разных религий, что часто означает и разное этническое происхождение. Самой удивительной находкой археологов стал даже не некрополь. В углу канавы, ограждающей поселение, они нашли 29 слитков из золота, серебра и медного сплава. Предварительная датировка 50-20-е годы до нашей эры. Подобные слитки уже находили в Нормандии, и по мнению некоторых ученых, они предназначались не для использования в ювелирных изделиях, а в качестве платежного средства, что функционально близко к монетам из драгоценных металлов. Загадочная яма в Стоунхендже. Ученые из Генского и Бирмингемского университетов исследовали глубокие слои почвы вокруг древних мегалитов Стоунхенджа. Они применили электромагнитные методы сканирования грунта, а также специально созданную программу полуавтоматической интерпретации данных. В результате исследования обнаружили сотни крупных доисторических ям и тысячи более мелких в самом центре Стоунхенджа, поставив под сомнение наше понимание землепользования на самом интенсивно исследуемом доисторическом объекте в мире. Раскопки 6 крупных ям подтвердили предположение об их антропогенном происхождении. Самая большая, шириной более 4 метров и глубиной в 2 метра, вырыта в меловой породе. Получается, ее объем десятки кубометров, а выкопать столько каменными орудиями в относительно твердой породе довольно непросто. Возраст ямы более 10 тысяч лет, то есть вырыли ее охотники-собиратели эпохи раннего мезолита, которые заселяли Британию после последнего ледникового периода. И это самый древний след землепользования, обнаруженный в Стоунхендже. Картографирование других больших ям показывает, что они расположены на возвышенностях к востоку и к западу от Стоунхенджа, то есть место, которое мы привыкли соотносить с обрядовой деятельностью с друидами и жрецами. Люди активно посещали практически сразу, как пришли на остров после схода ледника. Между самым ранним и самым поздними ямами 7 тысячелетий, тогда как камням Стоунхенджа по самым смелым оценкам не более 3200 лет. Выходит, социальный контекст деятельности людей, живших в тех местах, радикально менялся с течением времени. Но вот ямы они все равно продолжали копать. Неясно только зачем. Если в ямы-ловушки в мезолите еще можно поверить, то аналогичные сооружения в неолите выглядят странно. Плотность дичи к этому времени должна была упасть, и в условиях развитого земледелия загонная охота к ямам выглядит не вполне рациональной. Рыть крупные ямы до появления железных лопат вообще трудозатратно, тем более в относительно плотной меловой породе. Этому псу 7500 лет. Познакомьтесь с Муге, псом, жившим на территории Португалии 7500 лет назад. Такой вполне мог бегать в вашем дворе, правда? Скелет этой собаки нашли в португальском местечке Муге в 1880 году при раскопках большого памятника эпохи мезолита. Тогда находка не привлекла внимания. Ученых больше заинтересовали древние люди, жившие на этих территориях. В Муге располагался могильник, включавший не менее 110 человеческих скелетов. Археологам удалось собрать крупнейшую европейскую остеологическую коллекцию эпохи мезолита. Собачьи кости обнаружили в раковинной куче на глубине 4 метров. Скелет положили в ящик и благополучно забыли о нем. Скелет собаки заново открыли только 120 лет спустя в шкафу Лиссабонского геологического музея. В 2010 году находку датировали радиоуглеродом, получив возраст 7680-7450 лет назад. С тех пор пес из Муге стал важным экспонатом постоянной музейной выставки. Специалисты определили, что скелет принадлежал взрослому псу средних размеров. Рост собаки в плечах около 50 сантиметров. Более точный возраст собаки установили, сделав рентген черепа от 2 до 6 лет на основании закрытия пульповых каналов клыков. Совсем недавно группа исследователей, включая известного судебного реконструктора Цицеро Мораеса, взялась за восстановление внешности пса из Муге. Череп собаки был подвергнут компьютерной томографии. Судебно-медицинскую методику, которая обычно используется для реконструкции человеческих лиц, адаптировали для восстановления собачьей морды. Для воссоздания
первоначальной формы черепа, его недостающих частей и мягких тканей использовали череп виртуального донора, современной собаки, служащей ориентиром при реконструкции. В качестве такого донора выступила бельгийская овчарка Малинуа – кобель. Этот образец выбрали, поскольку его размер и строение примерно соответствовали черепу собаки из Муге. Что получилось, судите сами. Насколько известно авторам работы, это первая попытка цифровой реконструкции внешности древней собаки, жившей в мезолите. Богатый финикийский некрополь. На юге Испании археологи обнаружили финикийский некрополь 4 или 5 века до нашей эры. Находка удивила ученых, ведь подобное сооружение ранее находили только на Сардинии и в Северной Африке. Как сообщает The History Blog, открытие было сделано в городе Осуна на юге Испании. Интересно, что первыми на древний некрополь наткнулись рабочие, которые ремонтировали водопровод. Они нашли стены известняковых склепов, после чего работы были временно прекращены, а на место пригласили экспертов. Последние говорят, что это уникальная находка. Причем не только потому, что склепы прекрасно сохранились. Дело в том, что подобные некрополи на территории Испании ранее не находили. На данный момент археологи раскопали 8 усыпальниц с лестницами и входными атриумами. Судя по всему, это были элитные захоронения, как говорят эксперты, не имеющие себе аналога во внутренних районах финикийской Испании. Единственные в чем-то сопоставимые некрополи ранее были обнаружены только на прибрежной территории, которая в древности была финикийской колонией Кадис. Но город Осуна расположен довольно далеко от побережья. Он находится примерно в 90 километрах к востоку от Севильи. По словам Дельгадо, в начале раскопок эксперты были уверены, что под землей находятся римские сооружения. Они куда больше соответствовали бы этим местам и истории. Поэтому исследователи были очень удивлены, обнаружив гробницы и гипогеи, то есть подземные своды финикийской эпохи. Древняя рукопись на шелке. В окрестностях современного города Чанша, расположенного в провинции Хунань, в 1972-74 годах археологи обнаружили и раскопали могильник Мавандуй, который относится к раннему периоду династии Западная Хань. Исследователи нашли там 3 погребения, которые принадлежали князю Хоу, владевшему в 185-165 годах до нашей эры уделом Дай, а также, вероятно, его сыну и супруге. Самым ярким из них оказалось погребение женщины, останки которой были найдены в мумифицированном состоянии. Ученые выяснили, что она умерла в возрасте примерно 54 года от сердечного приступа. Вместе с ней археологи нашли многочисленные комплекты одежды, 158 лаковых изделий, например, мебель, столовые, туалетные принадлежности, а также шелковые ткани и деревянные статуэтки. Помимо вещей, сопроводительный инвентарь включал древние тексты на бамбуках и деревянных планках, а также шелковых свитках. Среди них, в частности, находились произведения, посвященные древнекитайской медицине и фармацевтике, созерцательным, гимнастическим и сексуальным практикам. Китайские ученые продолжают изучать богатую коллекцию находок, сделанных в могильнике Мавандуй. Так, последние исследования включали более 19 тысяч фрагментов ткани и 1700 лакированных и деревянных изделий, обнаруженных в погребении супруги князя Дай. По словам Юй Яньцзяо из музея провинции Хунань, эта работа позволила впервые идентифицировать на шелковых тканях изящные китайские иероглифы, которые указывают на высокий уровень качества во время ранней династии Хань. Кроме того, ученые обнаружили изображения фениксов, которые были встроены в узоры, символизирующие долголетие. Среди других открытий оказались десятки обнаруженных фрагментов рукописи на шелке. Некоторые из этих текстов, написанных китайскими иероглифами, были идентифицированы как часть 3-го тома древнего литературного произведения Синде. Гигантская воронка с первобытным лесом внутри. Группа спелеологов обнаружила гигантское скопление карстовых воронок в Гуаньсиджуанском автономном районе Южного Китая. По данным группы, в которую вошли ученые из Китая, Великобритании и Франции, было найдено 19 новых воронок, одна из которых выделяется огромными размерами и пышной растительностью. По данным агентства Синьхуа, расположенная недалеко от деревни Пинье в округе Лай, воронка имеет глубину 192 метра и простирается на 150 метров в длину и 306 метров в ширину. Для понимания масштабов представьте, что в эту дыру может спокойно поместиться весь квартал Манхэттен вместе с небоскребами, при этом его даже не будет видно. Опустившись внутрь одной из воронок, ученые увидели настоящий скрытый эдемский сад с отлично сохранившимися деревьями, достигающими высоты 12-этажного дома, около 40 метров, и более мелкой теплолюбивой растительностью. В ее стенках также сохранились 3 крупных пещерных отверстия, которые помогут лучше понять, как вообще образуются подобные гигантские ямы в земле. По словам старшего инженера Института карстовой геологии и Управления геологической разведки Китая Джана Юаньхая, это потрясающая новая экосистема, часть серии воронок, которые связаны
связаны между собой и подземной рекой и системой пещер, что делает их крупнейшим скоплением, когда-либо обнаруженным к югу от тропика Рака. Специалисты продолжат изучение воронки, ставшей юбилейной 30-й в данном регионе. Они предполагают, что в реликтовой лесной системе могли сохраниться новые для современного человечества виды растений и животных. Сакральные тоннели Ассирийской империи. При проведении спасательных раскопок в деревне Башбюк на юго-востоке Турции археологи обнаружили систему вырубленных в скале древних тоннелей. Археологические работы начались после обращения местных жителей к властям об увеличивающейся активности черных археологов вблизи деревни. А вход в подземный комплекс был найден под современным двухэтажным домом. Археологи датировали объект первым тысячелетием до нашей эры, то есть периодом правления Ассирийской империи в данном регионе. На стенах комплекса обнаружено множество рисунков в ассирийском стиле. Ученые считают, что объект являлся религиозно-сакральным. Так, некоторые наскальные рисунки изображают сцены процессии ассирийских богов, таких как Хадад, бог дождя и бури, Син, Атаргатис, богиня плодородия и других. Необычным моментом найденных записей является еще используемый здесь язык. Дело в том, что надписи в подземельях были сделаны на арамейском языке, а не на ассирийском. Впрочем, это объясняется тем, что для местных жителей того времени арамейский язык был родным. Благодаря оперативной работе археологов удалось частично расшифровать одну из пещерных надписей. В ней упоминается имя Мукин-Абуа, неоассирийского чиновника периода правления Адад-Нирари III. Ученые предполагают, что этот человек был назначен в качестве правителя данного региона, а подземный комплекс мог быть использован для расположения местных жителей. Впрочем, пока это только рабочая гипотеза. А чтобы узнавать больше о новых находках археологов, настоятельно рекомендую вам подписаться на наш канал. Оставляйте свои добрые комментарии под видео, и я постараюсь на них ответить. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!